Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я поделюсь с вами процессом декорирования балерины. Таким образом мы сократим наше время на прямой трансляции, дабы ее не затягивать. А во время эфира мы задекорируем шар диаметром 10 см и соединим его с нашей балериной. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Первое, с чего нужно начать, это снять краску с балерины и таким образом ее обезжирить. Я для этого буду использовать обычную жидкость для снятия лака без ацетона. Снимать буду при помощи ватных дисков и ватных палочек. Краска очень легко слазит. Единственное, что я не буду убирать, это глаза, для того, чтобы в дальнейшем мне было легче их прорисовать заново. После того, как снята краска и балерина обезжирена, я начинаю наносить грунт в несколько слоев. Грунт я использую вот такой фирмы Сонет. Грунт наношу аккуратно и стараюсь кисточкой размазать все мазки, для того, чтобы в дальнейшем поверхность балерины была более гладкой. Грунтом я покрываю полностью всю балерину, в том числе лицо и волосы. Вот так выглядит балерина с одним слоем грунта. Ножки я тоже закрою грунтом и отправлю ее сушиться, а пока за это время подготовлю кружево. Хоть это кружево довольно и упругое, но чтобы со временем оно не опадало, я решила перестраховаться. И на кружево, где находятся большие лепестки, я приклею флизелин белого цвета. Сначала из флизелина я вырежу нужную мне форму под каждый лепесток. Соединю кружево с флизелином с помощью иголок, затем с помощью ножниц вырежу нужную форму. И сейчас по этой одной готовой форме я вырежу еще 3 штуки для нашего кружева. Формы из флизелина готовы, и теперь я их прокладываю на кружево. Но сначала, перед тем, как проклеить флизелин, я смотрю, совпадает ли его форма с узором. И если есть что-то лишнее, я это убираю с помощью ножниц. Теперь снова примеряю, все отлично сходится, и с помощью утюга проклеиваю флизелин. Это заняло буквально пару минут, но зато теперь я буду уверена, что кружево не будет опадать. И точно таким же способом я добавляю флизелин на оставшиеся 3 узора. Думаю, процесс нанесения грунта вам понятен, поэтому я уже балерину загрунтовала еще в 2 слоя, дабы видео не затягивать. И перед тем, как покрывать балерину краской, я хочу подготовить для нее украшения на голову. У меня 2 идеи: добавить перья со стразой на подложке из плотного картона, либо же просто добавить золотого цвета корону. И я решила остановиться на перьях. На подложку из картона я приклеиваю перья с помощью клея B7000, а потом просто сверху одну стразу. И вот что у меня получилось. Я решила сделать на всякий случай 2. Конечно же, этот декор я буду добавлять в конце. Балерина готова к покраске. Покрывать я ее буду обычной белой акриловой краской. Краской я буду покрывать в 2 слоя, распределяя мазки равномерно и аккуратно. По времени грунтование и сушка краски займет где-то примерно до 2 суток. Это нужно для того, чтобы краска хорошо проработала
просохла и равномерно распределилась. Помимо белой акриловой краски, также еще понадобится другого цвета краски для того, чтобы нарисовать глаза, губы и волосы. Губы я нарисую, скорее всего, нежным розовым цветом, волосы сделаю черного цвета и глаза будут тоже черными. И приступаю к прорисовке. Для удобства краску из тюбика черного цвета я вылью в другую емкость. Начну красить волосы, их я прокрашу в 2 слоя. Далее выделю глаза, для этого я буду использовать иголку либо зубочистку для удобства. Здесь главное не спешить, для того, чтобы все получилось ровно и аккуратно. Точно таким же способом я прорисовала ей губы и сейчас с помощью зубочисток сделаю ей глаза. Почти нет ничего сложного в прорисовке, так как ориентироваться можно по контурам на лице балерины. Единственное, что здесь важно, это аккуратность. Но если даже вы ошибились, можно заново зарисовать белой краской поверх, затем просушить и снова прорисовать уже другого цвета краской. Балерина почти уже вся прорисована, осталось окрасить только пуанты. Пуанты я буду окрашивать краской золотого цвета. Для окрашивания перемычек на пуантах я буду использовать в качестве кисточки зубочистку. Балерина полностью готова, я ее уже просушила и теперь будем одевать на нее платье. Но перед тем, как начать одевать на нее платье, я сначала прикреплю к ней крючок. Для этого я буду использовать, как всегда, металлизированный шнур длиной примерно 40 сантиметров. Обмотаю шнур в несколько раз вокруг талии и закреплю его с помощью клея B7000. Затем завяжу узелок, вытяну шнур петлей и оставшийся шнур закреплю также на талии балерины. И теперь можно переходить к самому платью. С кружева сверху я уберу лишний прозрачный фатин для того, чтобы узор начинался у нее от талии. Для того, чтобы юбка получилась красивой и симметричной, сначала ниткой я соединю фатин между узорами. Определю середину на фатине, с каждой стороны сделаю по складке и прошью ниткой. Так я сделаю со всем фатином, который находится между узорами. А фатин с каждого края юбки я соберу в гармошку с помощью нитки. После этого примеряю юбку к талии балерины и смотрю, где еще нужно подшить. Теперь я полностью прошиваю юбку ниткой. Где узор идут ровные стежки, там, где пустой фатин, я стягиваю его в гармошку. Таким способом я прошиваю всю юбку. После того, как юбка полностью прошита, теперь ее можно крепить на талию. Для этого я буду использовать горячий клей. Сначала я закрепляю юбку с лицевой стороны, затем проклеиваю бока и уже потом только сзади.
Теперь с внутренней стороны я соединю края кружева, чтобы юбка смотрелась цельной. Далее у балерины нужно закрыть туловище с лицевой и с обратной стороны. Для этого я из кружева вырезала вот такие лепестки и сейчас их присоединю с помощью горячего клея. Конечно, можно использовать и другое кружево, но я хочу, чтобы в данном случае платье полностью сочеталось. Сначала я проклеиваю туловище впереди. Также закрепляю это кружево по бокам туловища. И только после этого начинаю ей закрывать туловище с обратной стороны. И вот такая красотка-балерина уже получается. Сзади я уже тоже закрыла туловище, дабы видео не затягивать. И еще из этого же кружева я вырезала вот такие кусочки узора. Ими я хочу имитировать рукава. Клеить буду точно так же с помощью горячего клея. Балерина почти готова, останется только добавить украшение на голову. И еще хотела напомнить вам про прямую трансляцию на тему «Елочный шар с балериной». Кто еще не проголосовал, можно проголосовать во вкладке «Сообщество». На данный момент лидирует дата 9 февраля в 17:00 по местному времени. И продолжаю дальше декорировать балерину. Я решила ее голову украсить только одним пером со стразой и прикрепить его на пучок. Так как у балерины черного цвета волосы, это украшение будет отлично их оттенять. Крепить украшение я тоже буду на горячий клей. Я очень надеюсь, что в этом видеообзоре я понятно объяснила и показала все самые важные моменты по декорированию балерины. Такую заготовку балерины можно делать абсолютно в различных вариациях. Саму балерину я решила сделать в белом цвете, так как шар в качестве подставки я буду использовать в белом мраморном бархате. И вот такая красотка-балерина получилась, мне очень нравится. С этим украшением и королевским платьем балерина смотрится изящно и необычно. Далее в видео я вам покажу, как балерина смотрится с другого ракурса. Надеюсь, видеообзор вам понравился и был полезен. И если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. И на сегодня видеоподготовка прямой трансляции закончена. До новых встреч на канале. Всем пока!